Вот такой обалденно вкусный ужин я сегодня приготовил. Суп с колбасою, рисовая каша на кокосовом молоке. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я решил с вами поделиться еще одним рецептом приготовления супа. Суп с колбасою. Этот суп, рецепт супа мне очень дорог, потому что мне его научила моя покойная сестра, и у меня с этим супом связаны воспоминания. Делается сравнительно легко, но результат получается обалденно вкусный. И к этому на десерт я решил сделать рисовую кашу на кокосовом молоке. Это обалденно вкусно. Как-то мы в ресторан ходили, и я увидел это меню, и я заказал, мне понравилось, и уже сколько раз сидел дома тоже. Всем эта каша нравится. Единственное, что в оригинальном рецепте входит вишня, но так как у меня вишня дома не казалось, я заменю изюмом, тоже нормально будет. А чтобы время терять, пойдемте я покажу, что и как я буду делать. Итак, практически все, что мне надо, здесь на столе уже приготовил. Здесь у меня кастрюля, залитая водой. Сюда я добавлю перловую крупу сейчас. Так. Добавим сюда лавровый лист, сразу же кидаю. Горошек перца. Добавлю 1 кубик куриного бульона. Немного польской приправы. Вот такая у меня. Вот так. И поставим это на газ вариться. Тем временем я возьму 1,5 морковки, сейчас порежем и отправим туда в кастрюлю. И сразу же порежу 2 томата, тоже отправим туда в кастрюлю. Томаты можно резать по крупному, потому что не развалится все равно. Вот так, и отправим это теперь все в кастрюлю. Итак, здесь у меня колбаса докторская. Сейчас мы порежем. Итак, сейчас я порежу это маленькими кубиками. Это мне напомнило сейчас свое время. Это было советское время, когда иногда были проблемы с мясом, у нас с сосисками, с колбасами. Я помню, на железнодорожной станции в Таллине всегда можно было купить сосиски с салатом, так перекусить. И в одно время эти сосиски заменили вареной колбасой, тоже вареной. Потому что было тоже вкусно. Потому что в то время иногда и дефицит был. Так что я считаю, всех, кто пережили советское время, 80-е, 90-е, мы, честно говоря, более сильные люди, чем те, которые сейчас в 21 веке родились. Так, теперь это мы пережарим. Итак, здесь на сковородку я сейчас налью немного масла. Это будет зажарка тоже у нас сразу же. Включаем газ. И отправляем нашу колбасу сюда. Так, пока это немножко у нас зажарится, сейчас мы порежем лук. Я взял одну луковицу.
И отправляем это теперь на сковородку. Надо, чтобы равномерно все пережарилось, чтобы колбаса приняла румяный цвет. У нас так колбасу купить нельзя. Единственное, что в специализированных магазинах. Я хожу в международный магазин, там, где хозяин турок, и он привозит товары, продукты с Восточной Европы. В основном польские, румынские, болгарские, немецкие. Это колбаса, то, что я сейчас жарю, с фирмы «Три поросенка», производства Германия. Называется докторская колбаса «Малышка». Я сколько раз покупаю вот ихнюю колбасу с 3 поросенков или изделия, мне всегда нравятся они. Напоминаю, что это савдеповская. Конечно, это не та колбаса, то, что мы выросли. Колбаса теперь побольше химии находится, и там много крахмала тоже в этих колбасах сейчас. А в то время, когда мы росли, то колбасы все были более натуральные по вкусу. И когда колбаса примет румяный цвет, он даст очень приятный вкус супу нашему. Так, пускай это потихонечку жарится, а мы пока порежем нашу картошку. Так, чтобы времени не терять, я взял 4 картошины. Уже все вычистил, вымыл. Сейчас мы только порежем. Но я сразу сейчас в кастрюлю добавить картошку не хочу, потому что дадим время повариться перловой крупе, что там к супу, и морковки. Потому что морковка и перловка, они занимают немножко время с варкой. И из нарезок у нас останется только петрушка с укропом, что мы добавим в суп в самую последнюю очередь. Вот и все. Так, колбаса начинает румяниться очень хорошо вместе с луком. И, конечно же, помешиваем, чтобы равномерно везде все у нас пережарилось. Такой приятный цвет принимает наша колбаса. Как вы видите, хорошо у нас здесь все ужаривается даже. Все такой приятный цвет принимает. Дадим еще 5 минуток, и тогда и на этом зажарка будет готова. А этим временем мы отправим нашу картошку в кастрюлю вариться. Так, по цвету, я считаю, у меня зажарка уже готова. Такой хороший румяненький цвет колбаска приняла. Так что включаем газ, и пускай она доходит. А тем временем я возьму укропчик здесь у меня, немножко петрушки. Сейчас меленько порежем, и это мы отправим уже в самом конце. И на этом у нас все нарезки закончены на сегодня. И на этом все нарезки у меня закончились. А теперь мы займемся второй частью нашего видео. В первую очередь я возьму банку кокосового молока. Вот такая у меня здесь. Я не знаю, насколько густое это, что если надо, то еще одну банку откроем. Сейчас посмотрим. Так, мне кажется, что сейчас я это разведу еще водою, и все мы перенесем вот сюда. Да, я еще одну банку кокосового молока сейчас открою. Так, сейчас разлить чуть-чуть вода. Пытаюсь разломать все комки с первой банки. Мы сейчас вариться поставим, они все равно должны раствориться там. Сейчас еще чуть-чуть воды добавим. Так.
Теперь по вкусу добавляете сахар. Примерно так для меня будет нормально. И сюда же добавляю я пол пачки 250 грамм риса специально для рисовых каш. И у нас специально такой рис продается для рисовых пудингов или рисовой каши. 250 грамм, примерно, пол упаковки пойдет. Так, уберем. В следующий раз чуть-чуть добавляем соль для баланса. Так, и все, теперь идет это вариться у нас. Ставлю на плитку. Включаем газ и пускай потихонечку это у нас варится. И, конечно, помешиваем и пытаемся комки из первой баночки, чтобы хорошо растворились все. Изюм добавим чуть попозже, я вам скажу когда. Тем временем посмотрим, что у нас тут суп делается. Так, картошка у меня здесь почти что сварилась. И на этом этапе мы добавляем нашу зажарку всю. Так. Немножко ополоснем бульончиком. Вот и все. И пускай минут 5-10 так поварится, и тогда мы выключим газ. И на этом суп у нас будет готовый. Так, супец у меня хорошо кипит. Здесь, посмотрите. Я проверил на соль. Соль мне достаточно, потому что не пересолите, так как колбаса сама по себе уже соленая. И мы туда добавили польскую приправу, немножко соленая тоже. Так что теперь я выключаю газ. И сюда я добавляю нашу зелень. И минут через 10 уже можно будет подавать на стол. Видите, какой аппетитный супчик получился. Так что суп у нас готовый теперь. Тем временем, по мере нагревания кокосового молока, все наши, все, что там плавало, все растворилось теперь очень хорошо. И теперь, как она закипит, мы поставим на маленький огонь потихонечку кипеть это. Совсем чуть ли не забыл, добавляем масло тоже сюда. Итак, каша потихонечку у меня здесь кипит, и теперь можно добавить изюм. Изюм у меня вымытый, приходит уже готовый для употребления. Добавляйте изюм по вкусу, сколько вам надо туда. Любите побольше изюма, побольше давайте, поменьше, значит поменьше. И пускай потихонечку это у нас сварится до готовности. Вот такой результат получился. Суп с колбасой, рисовая каша на кокосовом молоке. Суп можно есть так, как есть, или можно еще добавить сюда сметанку. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед, на ужин в качестве супа. А именно я сделал суп с колбасой. Этот суп для меня очень сентиментальный, потому что этот рецепт и этому супу меня сестра научила, царство ей небесное. К этому на сладкое решил сделать рисовую кашу на кокосовом молоке, которую первый раз попробовал пару лет назад в одном из ресторанов. Это обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотелось бы прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и